Друзья, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима, что меня вдохновило. Название стрима звучит плюс-минус как-то как «Враги сожгли виллу в Л.А.». Ну, понятно, на это название вдохновили пожары, которые над Америкой, да, пылают в Калифорнии. В Лос-Анджелесе сгорели виллы. Ну, наверное, секрет таких пожаров удачных, да, ну, в смысле, удачных в плане урона своего, если это можно назвать удачными, или успешными, или эффективными. Ну, в общем, вы поняли, сильный урон наносят пожары. Наверное, секрет в строительстве, в традициях строительства американского домов из, блядь, бумаги какой-то там, гипсокартона и деревяшек. Ну, тем не менее, да, я думаю, люди там не бедные живут, и у них все будет нормально. Я вот эту новость, может, выписал только чтобы пораздумывать над тем, насколько вот эти новости о пожаре, потому что всегда катаклизмы и бедствия, ну, типа в мирное время, если вы не воюете. Если сейчас в Украине что-то там массово сгорит, ну, будет, конечно, важно, но быстро утонет на фоне остальных новостей. А вот если бы до войны такое было, да, ну и в общем в Америке войны нет, поэтому думаю, эта новость, ну, однозначно значимая в США. Интересно, насколько она способна затмить все вот эти Гренландии, Канады, Панамские каналы, ну и уж тем более Украины. Не могу сказать об этом, просто интересно это как феномен. Не могу сказать, потому что я же не американец, не знаю, как там у них, насколько эта новость стала значимой и затмила все остальное. Да, друзья, новости, как я уже сказал, не густо. И, ну реально, рассуждать сложно вообще о таких новостях. Например, одна из них это то, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Да, ну Тигран Кеосаян это муж Маргариты Симоньян. Я его знаю как ведущего передачи «Международная пилорама», как панорама, да. Мало кто знает, но в честь этой передачи конченой чат пиздорезка называется пиздорезкой, потому что как пилорама, пиздорезка. Ну и по трешовости схоже. Да. Ну, в общем, вот такая история. Что здесь можно сказать? Что-то мне, не знаю, ну, само невольно вспомнилось. Я из этого выводов никаких не делаю, как долго, ну, вот у них такой конфликт был, Маргариты Симоньян и покойного Алексея Навального, где вот когда Навального отравили, Маргарита Симоньян писала, что нужно съесть Рафаэлку. У меня тоже такое бывает, что вот иногда, когда сильный голод, то аж, блядь, трясет и пот, и вообще вплоть до потери сознания. Нужен сахар. А вот съем Рафаэлку, и все нормально. Нужно было съесть Рафаэлку. Ну да. И тоже она там рассказывала, что в рамках этого же поста, что кто-то у нее так в кому впал тоже. Ну, в общем, вот такая хуйня. Оперативно, ви знаєте, вот тоже про державну службу и державні организации. Умеют они где не надо, особенно где это касается проявления лояльности. Моя честь зовется верность. Где это касается показать характеристики языка на анусе руководства. Укрпочта сверхоперативно, но это вроде не фейк, уже запустила в продажу марку Будапештский меморандум, это хуйня. Ну, там как-то так. Ну, кринж полный, учитывая, да, что такое Укрпочта. Так бы они эффективно и быстро реагировали на весь остальной трэш, связанный с этой почтой. Ну да. Но здесь у меня новость, которая написана как «Гренландские сепары». Ну, вы знаете, те, кто давно меня смотрит, знают, что я очень давно, на протяжении нескольких лет, вынашиваю идею ролика про покупку Трампом Гренландии. И тогда это было очень логично и круто. Идея была в том, что все смеялись с Трампа, какой он идиот, да, и хочет купить Гренландию. И это звучало обычно так, что типа вот, ну он мужик нормальный, но бывают заскоки, вот, купить Гренландию, да, ну бывают у него такие, ну так-то он нормальный там и все такое, да, соответствует ценностям того, кто это говорит, да. Но вот эта идея, ну, откровенно идиотская. И у меня было желание, да, что это интересно, снять ролик о том, что эта идея не лишена смысла, она не бессмысленная, она не идиотская. Много можно привести аргументов, почему бы и купить Гренландию, почему бы и купить. А сейчас, ну, тема хайповая, очевидно, да, я думаю.
Но, к сожалению, и мнений очень много появилось, продуманных реально, которые пытаются обосновать адекватность возможной покупки Гренландии. И в этом смысле я уже, конечно, буду далеко-далеко вторичен. Ну вот так. Да, гренландские сепары, потому что, ну, вы видели, там, Гренландия, там, 3 человека живет, и где-то из этих 3 человек кто-то встречает Трампа, там, ну, как сепары, в принципе, да, гренландские сепары. Интересно тоже, я думал изначально, что это новость со Смака или что-то такое, что Дания, ну, у нее там вооруженные силы, 5 человек, условно, там 10 танков, ну и в общем, оказывается, я думал, что это новость реально шуточная, но нет, оказывается, Дания передала слишком большое количество тяжелой техники Украине, и из-за этого сейчас у нее вообще даже из тех там, типа, условно, 10 танков, ну, они передали 7, осталось 3, нечем отражать вторжение США в случае чего на Гренландию. Ну, вот такая история, да. Да, я вот что еще дошел теперь до новости, где горят виллы в LA. Забыл, ну новость это или не новость, но Байден все-таки какой талантливый, да, старый жук все-таки. Как он красиво сказал, да, где-то там на какой-то пресс-конференции с журналистами совместно с госпожой вице-президентом Камалой Харрис сказал ей, передавая слово: «Камала, жги». Ну блин, какой он крутой все-таки, согласитесь. Несмотря даже на возраст. Ну, тоже, я вот выписал новость, по которой мне реально нечего сказать. Но ее просто много людей прислало. Ну, такое людей всегда интересует. Люди, это и возбуждает эмоции какие-то праведного гнева, зависти. Ну и в целом люди такое любят, да, это то, что многие переслали, в чат в Телеграме переслали, какие-то донецкие мажоры в Киеве, ну, такого нашего плюс-минус возраста там, как-то сильно беснуются, поют «Я русский», там, ну, песню шамана, в смысле. Они дети каких-то там, блядь, тоже, ну, понятно, полукриминальных, полуполитических, полубизнес-элит донецких. Ну, даже не знаю. Я выписал новость, которая называется «Курск». Ну, просто, да. Ермак анонсировал какие-то там потужные наступы, но почему-то о них ничего не слышно. Совершенно не знакомился, что там происходит. Но, наверное, если бы там были какие-то досягнения, они бы нам сообщили. Но, наверное, российское государство сейчас заинтересовано что-то там как можно скорее предпринять, учитывая Нюхачи договорняка, следующий пункт. Да, это уже 7-я часть Нюхачей договорняка. Ну, вообще такие прямо конкретно ноты устойчивые. А договорники озвучивают. Трамп, он анонсирует встречу с Путиным, да, говорит, что и там изъявляют желание, и встреча эта будет проведена где-то после инаугурации. Песков это, ну, можно сказать, подтверждает и говорит о том, что, ну вот, интересно, отреагировали ли уже или отреагируют ли в будущем в Украине на эти слова. Песков говорит, что они готовы говорить без предварительных условий. Как же репарации, репатриации, контрибуции, экзекуции? Ну и вы знаете, последняя новость. Нардеп Юрчишин, это глава комитета по свободе слова в Раде, который заменил на этой должности севшего в тюрьму Шуфрича. Нардеп Юрчишин говорит о том, что по окончанию боевых действий, да, окончание боевых действий не означает отмену военного положения. А отмену военного положения означают гарантии безопасности Украины. И там он говорит о том, что, ну, конечно, самой крутой гарантией вступления в НАТО. То есть, ну, если эту картину логически попытаться изложить, то, получается, военное положение никогда не будет отменено. Да, ну, я бы на его месте или на месте журналистов, которые его спрашивают, формулировал бы немного иначе. Немного иначе вопрос, выйдет ли продолжать военное положение, да, получится ли продолжать военное положение, все время пролонгировать его, если боевые действия будут заморожены. Это более логичный вопрос, потому что он там говорит, що треба голосувати за подання, за отмену военного положения и так далее. Ну, понятно, что какая-то там временная задержка будет, но то, что в случае заморозки боевых действий значительно сложнее станет продолжать военное положение, значительно сложнее будет доказывать легитимность его, и главное, что это там с каждой итерацией его будет делать значительно все более и более сложнее. Это факт, мне кажется. И, конечно, там более полугода сложно вообразить, что они смогут протянуть. При этом это же все еще будет сопряжено с потерей постоянной популярности, да.
Ну, в общем, я это вижу так. Поэтому не строил бы из этого далеко идущих выводов в том смысле, что многие люди, которые все время и до этого утверждали, что они не планируют никакие ограничения послаблять по окончанию войны. Мне кажется, что выхода у власти нет на этот счет. И серьезно я к таким бы словам не относился. Еще и нужно делать скидку. Ну, вы, наверное, посмотрите просто, кто такой нардеп Юрчишин, да. Это такой вот именно, ну, это в традициях современных, да, повоенных Украине назначать именно людей на должности какие-то, да, чтобы их ценности были максимально далекие от ценностей, казалось бы, логически, которые должны быть у человека, который возглавляет какое-то то или иное направление, да, отыгрывает в нем какую-то роль. То есть, если ты будешь отвечать за свободу слова, да, то ты должен быть максимальным противником свободы слова, если ты возглавляешь комитет по свободе слова. Согласитесь, логики в этом дохуя, да. То есть вот при Верховной Раде Украины есть условно, да, набор депутатов, которые будут заниматься проблемой, да, каких-то нарушений свободы слова в Украине. Естественно, что туда нужно назначать людей, у которых ценность это ограничение свободы слова. Так это и должно работать. Ну вот вы посмотрите, как он выглядит, то есть у него лицо именно такое явно отсталое, и он вообще из себя весь очень, вот, ну, скажем так, психологический его портрет, да, очень такого человека социопатичного, человека ненавистнического, да, обладающего такими ценностями. Поэтому, я думаю, это хорошо оправдывает эпатажность его заявлений, да, он просто ненавидит народ Украины, ненавидит эту чернь, и никогда этого не скрывал. И поэтому он так говорит. Думаю, это исключительно из-за ненависти. А откуда она у него? Ну, наверное, ответ в его лице. Ну, в общем, вот так. Вот такие новости. Наконец-то можно перейти к просмотру відео з непотрібного каналу про генделики Києва, а потом перейти к просмотру відео с канала «Як не стати овочем» про мобилизацию. Я бы, может, даже с него и начал, потому что это просто ближе к политике, к политическим темам, да, поэтому, пожалуйста, друзья, скиньте в чате и ссылку и на одно, и на другое, як не стати овочем, відео про мобілізацію, на яке ви донатили, і непотрібний канал всем генделиков Киева. Ну, вот так. Ну, друзья, не обессудьте, да, как начинает Залужный свои мемуары. Такая слабость новостей связана с тем, что я реально планирую этот ролик про Гренландию сделать, и поэтому занят по большей части этим. Да, давайте закурим, прочитаем чаты и перейдем уже к просмотру. Да, я вот, может, что не договорил за этих буржуев. Вот специфика времен таких, да, с общим падением качества жизни и уровня жизни в Украине, конечно, ценность реально тупо бабок, доллара, вот настоящей, она, конечно, мне кажется, стала больше, чем была раньше. То есть сейчас вот такого беспредела, неважно, насколько он расходится с нормами, которые нам навязали или которые приняты в нашем обществе, да. Важно, насколько это можно защитить деньгами, насколько это влиятельно. Вы не обращали на это внимание, да, что вот это выпятилось немного? Меня возмутила, ну да, вот эта новость, возмутила новость про молодыків, которые курили на Бессарабке. Такие молодые уже курят жах. Так это же вроде не на Бессарабке было. Совершенно. Вот это там есть место, ну, где они курят, направо поворот туда, ну, если я не путаю это место. С той дороги прям направо поворот, и под Гулливером там есть остановка троллейбуса. И вот я студентом помню, там два есть варианта. Лето, прозрачная крыша остановки, охуенная жара до потери сознания. Гений. Прозрачная крыша остановки. Но только гений мог это придумать. Настоящий гений. Второй вариант, зима, охуенный дубак. И вот я стою, там табло есть, где, знаете, написано, когда троллейбус приедет. И вот я стою там, когда бы это ни было, вот этот зной, что ты теряешь сознание летний. Или это вот эта зима, дубак, что, ну, вообще пиздец. Все начинает болеть, что может в теле болеть. Я смотрю на это табло, написано, вот он уже приехал, троллейбус. Нихуя нет никакого троллейбуса. И вот я стою и думаю, где же он есть? А вот он где, там эти стоят, блядь, курят. Да, так от Рафаэлки, может, сфинктеры разъебало.
Я, кстати, не знаю, кто-то продвигает, кроме вот этого ЧВК Шарикс, да, кто-то продвигает реально версию про отравление или вообще они ничего не говорят. Вот, бля, как обычно, с авангардными мыслями пасем задних из-за лени. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, ну, кроме того, что я бы рассказывал всем, что у меня об этом был видик, блядь, 50 лет назад, кроме этого, плюсов никаких. На нем бы было 700 просмотров и все. А сейчас есть вероятность, что его посмотрит 2000, например. Это для меня много. Потому что если Маск заплатит каждому жителю Гренландии 100 тысяч долларов, они будут готовы войти в состав США? Наверное, но это скандал все равно будет серьезный. Ну и в конце концов полюции. А, ну да, это про переговоры. Ярослав Романович Юрчишин родился 14 октября 80-го года в поселке Мирный Архангельской области. Архангельская область, Архангельск, город ангелов, как Лос-Анджелес. Трамп не перший в цьому. Да-да, это идея старая. Все, Трумани, да, им серьезно, да, было такое. Как началась холодная война, так они поняли, что надо. Як не сосати обоюдно. Сосиска на смак. Угу. Дякую, пане Артемчук. Привіт. Ха-ха-ха-ха. Блять, ну интересно, но 40 минут, блять, 40 минут этой поебени циничной, это тяжело. Денис, а ты свой диплом забрал? Не. Ну, блять, вырвал сизую мудрости, пиздец. Область ангелов, поселок Мирный. Самые душегубы рождаются в таких местах, ну а на что ты хорошее надеялся? Область демонов, поселок враждебных. Запрет кальянов обсуждали, да, запретили кальяны в кальянных. Ну теперь будут кальянные без кальяна. Привет, зрители, привет. Пацаны, а почему никто не оценил, какую я смешную шутку в конце записи на YouTube сделал последний? 0 комментариев по этому поводу. Мне вообще кажется, что я всех людей на YouTube из Украины подписал уже на себя, потому что подписки на YouTube что-то перестали расти. 910 человек. Только 10 человек подписалось за последние дней 5. Реально. Ну, может, дня 3. Мне надо 1000 хотя бы людей, чтобы стало. Было бы круто. Было бы пиздато. Да-да-да, аутфит спеціальний. Аутфіт конторський. Більше контенту пили і пройдуть. Ну ти розумієш Copium Word. Дякую за підтримку, звісно. Дякую за пораду. Але ти розумієш, я на це дивлюся так, що є у людини якийсь певний об'єм ресурсу на якусь певну діяльність. Ну, то есть вот научился ты делать приколы карточные. Фокусы с картами, да? Так. Карточные приколы научился делать. Ну вот делаешь ты их год, 2, скиллуешься, потом тебя заебет рано или поздно, тебя начнет тошнить, блядь, от этих карточных приколов ебучих, да? Так и здесь, то есть ресурс-то временный и ресурс мотивации, сил, желания, он ограничен. И мы, честно говоря, до конца сами никогда о себе не знаем, когда наступит тот момент, когда ты закончишься. В смысле деятельности. Книга яд, чи такое? Книга, блядь, яд полный, нахуй. Давайте я зачитаю начало. То есть там, видимо, все, нахуй, клерки Минобороны, нахуй, работали над этой книгой. Ну, предисловие чисто, это все, что я прочел. Ну, во-первых, сразу смех. Да, он начинається з того, що моя війна, як моя боротьба, да, це перша частина трилогії, яку становитимуть книжки «Моя війна», «Наша війна» та «Їхня війна».
Ну, я не знаю, оно мне просто выглядит как эволюция, типа, его отношения с украинцами. Сначала моя война, потом она пошла чуть хуже, уже наша эта война. Ну, типа, в начале, когда были успехи на фронте, была его война. Потом, когда успехов стало меньше, это уже наша война. Потом, как они закончились и начались успехи отрицательные, это уже ихняя война. Я посчитал это очень забавным, хотя я понимаю, что, наверное, конечно, по-другому в книге будет, да. Довольно интересно, забавно то, что книгу эту, да, это единственное, что он спланировал с 23-го года, да, это то, что книгу он посвящает моєму дідові, Кондратенку Василеві Сергійовичу, участнику Другої світової війни, присвячивается. То есть деду, который деды воевали, представьте, за совок. Он знает вообще, сколько советские солдаты во время оккупации Германии изнасиловали немецких женщин? Он, наверное, ну, в GTA RP, естественно. Он, наверное, не знает вообще этого объема. Так бы он стыдился, конечно, своего деда и то, что дед там... Или президент. Вы слышали, вот президент в интервью Лексу Фридману, с каким он удовольствием, с какой он гордостью рассказывал, что его дед был в составе советской оккупационной армии, еще, как говорит, вся грудь в орденах. А ордена, ну понятно, за насилие над немецкими женщинами. И он это с такой гордостью рассказывает, это пиздец. Побоялся бы Бога. Боялся бы Бога. Ну, в общем. Давайте, пока люди собираются, я вам прочту просто предисловие, да. Хотя оно здесь не такое уже маленькое, как мне казалось. Когда я вчера читал ночью, когда читать эти мемуари? В 5 утра. У березні 23-го року за наполягання... Не, давайте, наверное, не с самого начала. Ну да, тут он еще, вот половина этого реально, половина предисловия, она посвящена тому, что типа не обессудьте, я не то, что там корона высокая, на меня прям давили, щоб я цю книгу написав. В березні за наполяганням своїх друзів, в березні 23-го року за наполяганням своїх друзів, я, перебуваючи на посаді головнокомандувача Збройних сил України, взяв до рук перо і почав писати книжку. Пером писав, представляєте? Друзями, які спонукали мене до цього, були нині покойний Геннадій Частяков. Я не знаю, хто это. Это, может, тот, который это гранатами взорвался. Я, честно сказать, не знаю, кто это такой. И Юрий Пацук. Но Юрий Пацук не покойный, хотя здесь это написано в одном предложении. Но я так понимаю, что эту книгу, видимо, плюс-минус этот Юрий Пацук и написал. Да. Ну, в общем, тра-та-та-та-та-та. Тут от такое, да, например. Війна саме набирала обертів і зовсім не залишала часу ні на що, хіба на довгі роздуми, які приносило з собою неспокійне безсоння. Та незмога заснути і важкі думки підштовхували до роботи вночі. І я вже майже погодився розпочати і шукав підхожі миті, коли якось на своєму робочому столі побачив 2 томи в ошатній палітурці «Спогади про Другу світову війну». Ну вот это ошатній палітурці. Вы, блядь, говорите ошатній палітурці? Вы представляете, как Залужный между лайканиями Арестовича в Фейсбуке и постов с сиськами-дойками, чтобы он говорил «О, ошатна палітурка», а конкретно в ошатній палітурці «Спогади про Другу світову війну» Уінстона Черчилля, да? Зазвичай у цей час я готувався до роботи з командирами і планував день, та цього разу всю мою увагу прикували книжки. З обкладинки першого тому на мене дивилися сам Вінстон Леонард Спенсер Черчилль. Його погляд був такий серйозний. В цілковитій тиші великого кабінету мені здалося, що зараз я триматиму чи не найважчий екзамен у своєму житті. Якісь нотки сумніву та страху стали пробиратись до моєї душі. Іспугався Черчилля, генерал, да? Історична думка, так було написано у верхньому лівому кутку. В якусь мить мені, чоловікові, який рідко сумнівався у власних силах, стало зовсім не по собі. Це вже згодом я зрозумів, з якою великою людиною зустрінеться на сторінках. Ну, траля-ля та поля, короче, понятно в цілому, да, Черчилль. Тут много в предисловії вот этого. Тому ми маємо битися всюди, де тільки можемо. Битися там, куди закинула нас доля. Цинічні вороги не спроможні досягти бажаного на фронті. На жаль, поки що не мають жодних обмежень у медіапросторі та інтернеті. Вони використовують траля-ля та поля. Вже працюючи над книжкою, я чітко вирішив її розділити її наповнення. Ця частина роботи призначена передусім для молоді, для нас, для вас, для молоді. Мені надважливо, щоб юнаки і дівчата, які вступають у доросле життя, думали над усім, що відбувається. Думали над усім, що відбувається. І найголовніше, щоб вони розуміли, думати потрібно на всіх поворотах долі. А ще молодь має повірити, тому що я зараз скажу, доля у ваших руках. І навіть коли вас намагатимуться збити зі шляху,
зі шляху, ви маєте залишатися людяними і боротися за свою мету. Тому перша частина майбутньої трилогії, яку ви тримаєте в руках, це не моя автобіографія і не мої мемуари. Це розповідь про мене, для людей, які мене особисто знають. Це оповідь про мою приватну війну. И да, вот не в предисловии даже, а в описании книги, что написано. Кожне слово цієї книжки по-військовому виважене і по-людяному щире. Це не лише розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчика до головнокомандувача Збройних сил України, а й історія про те, як зробити мрію метою і як її досягти. Ну, я не знаю, такое, будто он, блядь, не знаю, стал императором всей Европы. Из села какого-то, да, там пробился. Ну, в общем, вот так, друзья, это просто... Это просто прикормка. Касательно мемуаров, я только вот это, что прочел, то и прочел, в принципі. Потім буде 4-та книга «Чиясь війна», ну да. Оце дід би охуїв від новини, що його внук їбашить русських. Це як наші би діти хуярили солдат Львовського халіфата. Все возможно, видишь, тут історія бентежна. Он думал, шатна політурка, это журнал с голыми дойками. Нужно читать, когда все эти чуваки будут на предсмертном одре. На предсмертном одре, и тогда читать их мемуары. Бо все, что до этого, это чисто моя хата с краю вперемешку с железным кулаком партии. Да хуй его знает. Ну, для монетизации сделано, факт. Какая покупка была лучше? Эта книга или рестлинг? Ну, рестлинг я покупал за свои, а книгу мне купили, реально, да. З другого боку, чого його діду бухуювати з того, що внук їбашить русських? Його дід, можливо, буквально такі ж події застав дитиною, ну або йому розказує про 20-ті. Тоже логічно далі, що ехо гражданської війни у них ще жило. Давай створимо в WWE Подоляка проти Арестовича. Цікава думка, ти знаєш, Артемчук, я думав пройти кар'єру в WWE за президента Зеленського, зробити його ж там, щоб він виходив під это, страну, собаку, бля, було б охуєнно. Блин, было б класно в натурі. Ну, надо сделать, действительно. Книга Залужного дуже погано написана, на одній сторінці стрибає з дитинства до армії. Да, я бачив, ну, типа, я, наверное, так же, как и ты, прочел, типа, вот это только первую строчку, ну, я же говорю, я только вчера ее реально открыл. И потом я, ну, чисто беглым взглядом увидел. Ну, тут Пацук написал книгу, это понятно. Оце, я абсолютно впевнений, що народився 73-го року в липні, це, типа, перший абзац першої глави. В липні, точно знаю, що це була неділя, і в СССР якраз був день рибалки, понял? Карась дуреет, этой прикол, блядь, ну и мемы тупорылые, да? Тра-та-та-та-та-та-та, и вот это, типа, первый абзац. І тут уже от на следующей странице рота підйом, виходь шикуватись на передній лінії, ну, короче, бля. Я думаю, хуйня, да? Йому напхали в ФБ критики, і він сказав, дякую, виправимо далі. Блядь, у него есть охуенный вес медийный, да, генерал, спасибо. Можно его было конвертировать во что-то крутое, в какой-то крутой політичний меседж. Це досягнення мети. А просто монетизировать свою популярность, ну, я не знаю. Ну, кожному своє. Там про гадалку, це перша глава. Буквально далі ніхто не читав. Но меня понял, радует, что шрифт большой, кстати, хорошее издательство, вот это. Вавилонская библиотека. Читать удобно. Радует, что толщина небольшая. Наверное, тут немного написано. Бо я понял, что заставить себя это читать тяжело будет, потому что не очень интересно написано почему-то, да, нет сердца. Так ему Давид Браун уже пообещал место в ВР, да, наверное. Ну тогда нахуя вот это все мечта, как там мечту воплотить, сказку сделать былью и все такое. Так он, бля, обычный тип, рыбалка, шашлычок, этим, наверное, и подкупает, пускай лучше так, не, ну так. Причем тут это? В плане, можно быть обычным типом, ну и написал бы обычного типа. Там предисловие читав. Я читав только что на стриме, вот это продивився на Черчилля, Винстона Брауна, там, блядь, Ллойда Остина и вообще. Думаешь, он не может сам хотеть? Не, я думаю, он хотел написать книгу, просто как он ее написал? Ну ладно, мы все прочтем, особенно ихняя война дождемся. Я не думаю, что это прям он написал. Ну, какой-то Биоров сказал, как будет. Но он там и говорит, что это какой-то, я уже забыл, какой там штемп. Так будет лучше и сделали. По крайней мере, так часто, так и было, да. Ну, хотелось чего-то другого. К тому же он специфический человек, да. Он там не какой-то, ну, особенно в рамках Украины. Специфический человек.
Пан генерал молодец, сейвовый и неазартный. Между риском и гарантированным призом выбрал деньги, то есть намандил бабла на гоях, пока на хайпе и не зашкварился в политборьбе. Ну, не знаю. Просто мне кажется, что это уже какой-то, знаешь, ну тоже можно ли так говорить, это уже, наверное, какой-то грешный поступок буквально, имея такие шансы и такие возможности сыграть сейвово. Ну, наверное, так неправильно говорить в любом случае. Проте уявіть, яка друга частина буде роз'єб, да, найти бы еще кто мне ее проспонсирует после такой охуенной первой частины. Но я реально, наверное, чтобы проспонсировали, запишу именно видео, но если будет о чем. Ну, то есть про книгу, да. Но если там будет гадалка нагадала, и, короче, рос я родился в селе, и потом ротоподъем, то я не знаю, о чем же тут сказать. Краще б як Маркус серіал зняв. Хто ті книги зараз читає? Я согласен. Я согласен. Ну, просто как раз этим и можно было воспользоваться, да, что если ты, конечно, снимаешь видео, то это скандал. А если книгу, то никто ее читать не будет, а там можно навалить чего-то жесткого. Интересно, кому, кроме слуг, Залужный может продать свой капитал всем. Похоже, что с Порошидло и все, но вдруг он окажется на выборах в союзе с Арестовичем или какими-то зрады. Да хуй знает, спонсоры б нашлись у этого всего добра, а там уже хоть сам выступай. Ну хорошо, если ему гадалка сказала, когда будет война. Чё он тогда на телевизоре перед войной говорил, что войны не будет? Я был бы рад, если бы мне в Инстаграме были доступны все Инстаграм-аккаунты людей, да, можно было подписываться. А так в Украине, да, при том, что там меняй, не меняй регион, что не нажимай, вот в Украине тебе недоступна часть аккаунтов по необъяснимой причине каких-то рандомных. Очень хочется курить такие блатные сишки, но они, сука, все тяжелые. Я уже старый, меня с них ебейше накрывает. А вот меня почему-то нет. Ну, обычно ебейше накрывает. Вот я помню, ну, не блатные, а вот помнишь, сигареты Marvel были страшные, такие вишневые. Ее одну докурить до половины, это уже большой подвиг. Мне кажется, что их как-то начали легче делать, вот эти там Капитан Блэк, да? Да, то были сигареты пиздец. Их, наверное, запретили законом, бо я их уже не видел давно очень. Марвел это моментальный спуск коричневого краника, причем куда-то в обратную сторону. Прям так хуёво становится, прям плохо, реально плохо. Да по-любому мухлюют. Вот недавно фильмы старые смотрел, там толщина сигарет как будто прям заметно больше. Так и хуи меньше стали, понял? Эволюция так крутит нам хуи. Вот и сишки туда, понял, да? Ты знаешь, да, это тот анекдот про то, что земля усыхает. Один из моих любимых анекдотов. Любарский назвал себя украинцем казаком из Слобожанщины. Ну да, ну была ж такая строчка в песне. И еврейское казачество повстало. Что там? В Биробиджане был переворот, помните? Мне своего деда презирать надо. Ну, Александр, ты должен понимать, что иногда у нас бывают ироничные высказывания для того, чтобы как-то отразить неадекватность українського українського історіографічного мейнстріму, українського погляду мейнстрімного на історіографію. Понимаешь? Не все, что здесь говорится, то напрямую стоит считывать как моє мнение. Ти з Кракова будеш повертатись працювати на оборонне підприємство «Забронь»? Конечно. Теряю кал, бегу. Это, конечно, смешно, да, что Украина уже вместо денег предлагает, типа, тебе свободу, как зарплату. Но это еще нормально в рамках Украины, где они это превратили в ценность, да, в ресурс. То есть можно даже без зарплаты, только об забронь работать. Но, конечно, для людей, которые свободу и так имеют за границей, предлагать им просто свободу, это, конечно, слабовато. Пам'ятаю, як на ДПЮ кидав залізні гранати на футбольному полі і бігав у протигазі, який до цього ще 100 людей вдягало. Золоті часи, да. Ну, у мене теж був захист вітчизни, я пам'ятаю, як ми учили там буквально на пам'ять, повністю учили на пам'ять цілі параграфи Статуту Збройних сил України про караульну службу, про вартових. И помню, как разбирали автомат на скорость. Я так и не смог его собрать. Но штемпы, которые разбирали очень быстро, потом также быстро уебали куда-то за кордон. Денис, у меня жопа горит после узбекского плова. Думаешь, что Лос-Анджелес узбеки подожгли? Ну, я не знаю, это надо, чтоб суд доказал. Завидую украинцам из-за такого персонажа, как Коломойский. А что завидовать? Это ж, блядь... Ну, с одной стороны, а с другой стороны...
Всегда людей романтика такой, ну, мы это слово договорились не употреблять, но всегда романтика такой наглости людей привлекала. Влюбляла. Влюбляла в себя. Ару, Financial Times пишет, что самый большой страх ЕС, да, я видел, и они отвечают, что снять не выйдет без одобрения, понятно, Конгресса, что Трамп снимет санкции с РФ, которые наложил Байден. Вы представляете уровень страха Европы, когда эти адские кандалы с пудовыми гирями снимут? Что ж будет? Что ж будет? Да, страх есть. Интересно, типа, чей страх? То есть, я статью не читал, видел только заголовки. Там, страх Норвегии, например, или чей страх? Его выгнали недавно с шахматного турнира, это в смысле Анус Карлсон, потому что он оппонента нахуй послал. Ты ж просто понял, вот смотри, вот ты пишешь про санкции. Санкции для Евросоюза это как рехаб для толчка, для толчка. Это как рехаб для торчка. Как ребуха, да? И, ну, они не могут сами справиться и понимают, что, ну, вот если эту ребуху расформируют, то все, они опять сядут на иглу. А так, трудотерапія. У мене був знайомий, який у 19-му році жорстко топив за Зе. Навіть був адміном групи передвиборчої УВК. УВК, да ну ні, ну УВК це бред. УВК ж заблокували тоді вже, наче де пропонував голосувати за Зе. Але зараз сидить собі у Сербії на чилі, ну правильно. Зеленский, он этот, предал предвыборные обещания. Ну, а также и его фанаты его предали. Да, сирники это такие в сельпо продают, отакенные. Там два варианта, либо вот такусенькие, либо вот такенные. Нормальных нет. Вот ты говоришь, что младшие чиновники должны получать больше, а высшим надо понизить ЗП. В чем тогда стимул карьерного роста, если ты знаешь, что все равно больше получать не будешь? Не, ну не выровнять, да. Ты все равно будешь больше получать, чем получаешь сейчас. Просто сейчас разрыв сумасшедший получается. Между сотнями тысяч и тысячами просто, да. То есть я же не сказал, да, я не знаю, как просто так это можно было понять, что я сказал, будто бы я сказал, что всем нужно установить зарплату, условно, там 30 тисяч, всем вообще, і так, ну так понятно, нет. Як на твою думку, чи реально під час війни, як наша, проводити вибори? Я не, наверное, все реально, можна, как говорится, і зайця научить курить. Я не про та йобаний в рот, я не про законодавство, а про принцип. Чи не протирічить сам розділяючий характер виборам, потребам у єдності нації чи іншим потребам під час війни? На мою думку, так. А на твою. На мою думку, протиречить, навіть якщо зараз це так не виглядає. Потому что, ну, политическая борьба резко обостряется, потому что все понимают, что шанс, он либо вот ты сейчас им воспользуешься, либо будет плохо. Будут вообще последствия, возможно. То в этом смысле просто критика проводимой политики, да, властью, и критика этой политики резко возрастет по всем направлениям, в том числе и по очень чувствительным и необходимым во время войны, типа там мобилизации, каких-то экономических вопросов и так далее. Просто популярность этих решений и так непопулярных. Еще по ней будет нанесен еще более сильный урон. Непопулярность этих решений еще сильнее вырастет там. Возможно, вплоть до каких-то неприемлемых цифр, да. Ну, я не знаю, там похоронит это Украину или нет, но это точно лучше не сделает. Я уже молчу о каких-то тонкостях, опять-таки, искаженного баланса сил во время войны, да, в пользу одной политической силы, несмотря на то, что, может, она в неудобных условиях, что проводит какую-то непопулярную политику. Но, тем не менее, контроль их сейчас более серьезный из-за войны, чем был бы без нее, да. Ну и также, да, вопрос, то, о чем много говорят, легитимности таких выборов, да, потому что понятно, что проблем скандальных таких, да, которые будут ставить под сомнение легитимность таких выборов, проблем очень много таких будет в таких условиях специфических. Ну и здесь тоже нужно всегда давать ответ на вопрос, а что мы хотим получить от следующей потенциальной власти, альтернативной той, которая есть, да? Ну то есть вот придет кто-то, кто это, то есть вероятно, что он придет, да, вот мы так рассматриваем, что вот есть там условно вот политическая сила, да, европейская солидарность Петра Порошенко. Ну вот представим, что они пришли к власти. На что мы надеемся, что они смогут изменить такого, что спасет нас?
Ну, что будет стоить того всего урона, который мы получим. Привет, наткнулся на тебя в Ютубе. Ржу иногда в голос. Ну да, кроме улыбки ничего, конечно, вызвать это не может. Так же, как потом моя статистика доходов за месяц. Нікому не треба підіймати, на мою думку, топам треба різати. Ну, я не знаю, на что мы надеемся, на какую мы вообще надеемся функционирование государства и на какую там мы надеемся качество кадровой политики, когда там зарплата 10-12 тысяч. Ну, то есть вот ты, да, ты парень, условно, представим тебя, который хочет на государственную службу. Ты парень не из Киева, то есть тебе, чтобы туда попасть, нужно там искать какое-то место для жизни, в смысле буквально, да, снимать квартиру или что-то, ты понимаешь, что вот если ты сейчас пойдешь на самую нижнюю ланку, куда тебя только и пустят державной службы, ты просто не сможешь там работать, тебе не хватит денег на выживание. Ну все, страна лишилась специалиста, да. Ты про массу говоришь, разве масса имеет, разве массу имеет смысл контролировать, если у массы отсутствует организация, по крайней мере, те, кто эту массу уступает, теряет свою идентичность? Не, я говорю просто о том, что сейчас у политической силы, да, которая находится у власти, гораздо больше рычагов на давление на оппозицию, да, на оппозиционные политические силы, на средства массовой информации и так далее, да, и у них есть, помимо повода вот такого легитимизации этого давления, война, у них еще есть реально физическая возможность это делать. Это сложно назвать справедливыми условиями. Так уже порезали прокурорам, чи кому там, сказали, просто больше пиздинга будет. Ну, просто обычно разговор почему-то о зарплатах, он только касается каких-то высших рангов государственной службы с какими-то высокими коррупционными рисками. Но я считаю, что это слабый и супер переоцененный инструмент борьбы с коррупцией. Меня больше интересуют, типа, вот эти донные должности, потому что это вопрос формирования потом их кадровой картини, да. На ринку, якщо без досвіду йдеш на першу роботу, сильно вища плата, да вроде вища. Ну, то есть тут вопрос квалификации, чувак. От тебя там требуют высшее образование, да. От тебя там требуют какие-то знания в плане законодавства. Ну, то есть обязательно законодавство про державную службу, законодавство, тебя на это тестируют. Законодавство, опять-таки, должности разные бывают, но точно везде есть тест на законодавство в эту плоскость, да, государственной службы, куда ты идешь. Ну, то есть, чтобы там это ни было. Это куда выше квалификация, чем там кассиркой быть или сторожем. При этом и кассиркой, и сторожем ты получать будешь выше. Это несправедливо. То есть, если бы в условиях рынка такие же требования, ну, рынка в смысле работы, да, к тебе были такие же требования, как минимум высшее образование, то зарплата была бы там выше. То есть, и вот опять-таки, ты там, будучи вот этим молодым студентом, почешешь репу и скажешь, да ладно, блядь, я лучше в ГОшку пойду работать, нахуй мне вперлась такая служба сраная. Слушать, що у мене там маленький хуй, или що там було, помните, ми на прошлом стрімі читали. Якщо хочеш збагатитись, то тобі нема місця в державі. Да ну это ж гон, да, ты за любую работу должен получать справедливую плату. Если ты незаконно хочешь збагатиться, это другой разговор, конечно. Но, по-твоему, люди, ну это же антикапиталистичный подход. Люди должны там с альтруистических побуждений работать. Ну это же гон, полный гон. Стоит ли говорить про легитимизацию, если общество подвержено определенному информационному влиянию? Ну тогда, но это имеется в виду, то есть ты, типа вот, мы завтра хотим там закрыть то-то медиа или дать пизды тому-то политику. Просто так хуёво. Но у нас война, и эти месседжи хуёво влияют на нашу обороноспособность. И вот уже есть какая-то картина, которая это решение легитимизирует, да. Делает его приемлемым. Чи хочеш бути в державі, то жуй лайно. Ти все одно нічого не створюєш, а лише заважаєш його створювати. Ну, це такий підход, понимаєш, очень максималістичний, да. Наприклад, по моїй професії, режисер телебачення, державні канали платять 12к гривень в Києві і 10к в регіонах. Якимсь дефолт-монтажером чи асистентом по графіці можна на приватному каналі отримати на старті 18-20к. І да, приватним каналам похуй на освіту, а в державної ти не можеш піти на телебачення без профільної освіти навіть не будь-якої, да. Давай новини. Так там хтось должен був сходити посрать. Пацани, без этого новин не буде. Здається, Федоров таку розумну думку виразив, що якщо хочеш йти на державну службу, то у тебе має бути якесь джерело доходу, наприклад, свій бізнес. Да? Желательно, понял, зв'язаний з той сферою державної служби, куди ти йдеш. Да? То есть, наприклад, якщо ти йдеш
где-то, где будут контролировать там вот санэпидемнадзор в плане качества продукции какой-то, питания, выдавать сертификаты, то у жены должен быть бизнес по производству колбас, блядь, куры и гриль. Тогда да, тогда пруха будет нереальная. Будешь заинтересован определенно. Но это хорошее правило. Самое херовое в держработе это то, что там вместо того, чтобы сделать одно простое действие, чтобы все было нормально, начальник всегда конченый дегенерат, который сам ничего не отстреливает, так еще и душит тебя, если ты что-то делаешь. Ну да. Фу, работал преподом в экономическом до 27 пар в неделю, 320 баксов в месяц в столице. Мне кажется, выгоднее бутылки собирать и кровь сдавать раз в месяц. Ну да, у этого есть... про это есть ролик у Андрея Баумейстера. Он там рассказывает про систему образования, систему освиты в Украине и как он там работал. Ну да, то вообще плачевная вещь, потому что то даже не связано с крутыми машинами, то даже не связано с властью реальной какой-то, да. Ну, особенно если ты такое очко, как препод. Это тупо одни убытки. Теряєш нерви, теряєш здоров'я, тратиш сили на хуйню. Да. Не бачу проблем, навіть твоїй логіці це лише сприятиме вільній економіці. Хай яким-небудь ці обмеження обходитимуться, виграють усі, крім розпорядників чужого. Да что тут понятно, деградирует качество этой службы, туда будут постоянно приниматься люди, которые настолько знедолені, что ну будет, не будет, но оно так и выглядит уже, да. Но если тебе более понятно будет как наша система образования, с которой ты всегда пересекался. Отрицательная селекция туда привела реально самых знедоленных людей на земле. Особенно если это там не флагманские вузы какие-то, да. То потом такое и качество. На что тогда надеяться, на какую эффективность? Правда, политологи учатся несколько лет, чтобы профессионально спорить в интернете про политику. Не, неправда. Обычно учатся несколько лет, чтобы просто потом работать таксистом, наприклад. Система освіти хуйова лише через відсутність ринка. Усі кошти у одного гравця, який розпоряджається ними неефективно. Конечно, но просто это отражает, скажем так, те процессы хуйовые, да, которые в державней службе непобедимы. Хотя при этом, конечно, я там за минимизацию вообще админаппарата и там админрегуляции всех, да, то есть их, ну, должно стать меньше. Но просто то, от чего отказаться не выйдет, его стоило бы оптимизировать, таким образом попытаться ему помочь. Я взагалі не згоден з вашим враженням держслужби. Не, ну она вообще разная бывает. Уверен, что есть места какие-то, да, их, наверное, мало, но, наверное, где можно как-то попытаться нормально работать. Я цього літа займався оформленням деяких документів по спадщині, то облазив половину чи нужних кабінетів мого райцентру. Бідних на вигляд серед них я не побачив. Працюючих більше 4 днів на тиждень і так далі. 14.00 також. Крім ЦНАПа. Ну, ты общаешься с такими людьми, да, типа... А что вы, блядь, там приезжаете на работу, но опять-таки там, смотря кого как дрочат и кто как примазан, да. Но зачастую все, конечно, там примазанные по какому-то знакомству попали, но ты их спрашиваешь, что же вы так работаете, блядь, что приезжаете на работу с хуевым опозданием, рабочий день заканчивается там с обеда уже, грубо говоря, состоит из перекуров, но они отвечают, что нам, блядь, как платят, так мы и работаем. А взагалі на високий державний чин без примазання чисто по кар'єрній сходинці піднятись можливо? Ну, може і можливо. Дохуя терпеть, да-да-да. Просто ты себя обнаружишь потом лет в 40, значит, в таких брюках, тухлях и в рубашке с пузом и в рубашке без рукавов. Вот эта рубашка без рукавов с такими широкими без рукавов. Нюанс. А что такое нюанс? Ну, знаешь, это как новості. Послухав я новини, послухав, але так і не поняв, коли перемога. В кінці наступного року перемога, вочевидь. Окончательная. Так, все, давайте. Давайте, без давайте.